Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Денис Неведомский на связи прямо сейчас. Адвокат и политик. Денис, приветствую вас. Приветствую, Александр. Добрый день, друзья. Начать наш разговор, понятно, да, о чем он будет. Конечно, Трамп, Зеленский, НАТО, лицензии для Патриота, все настолько так волнительно и абсолютно не исключает продолжение беды. Но я хочу нечто с другого. Буквально... Вот с украинцев хочу начать. Обычно мы так выходим на украинцев, на украинское общество, но вчера внезапно оно показало, кто есть кто. Причем где? Во Львове. Значит, это бунт, который случился во Львове. Что произошло? Значит, задерживали хлопца 96-го года рождения и спровоцировало вот эти все погромы. Они прям, люди собрались и в большом количестве, накинулись на бус, значит, перевернули его, разбили, поломали. Выскочил ТЦКшник и сзади ударил, да, вот парня по голове. Это всех возмутило, и собралась прям очень большая толпа. Значит, о жертвах не сообщается. Это вот материал BBC на экране сейчас люди видят. Вот так переворачивали бус. Местная власть сразу отреагировала. Причем интересно, Максим Козицкий, это глава облгосадминистрации военно-гражданской, говорит, все должны по видео найти, наказать вот таким вот образом. А мэр Садовой говорит, не-не-не, говорит, я сейчас разбираюсь, вот такое. Вот к утру сегодняшнего дня мы видим обезжиренные, традиционные комментарии полиции и ТЦК, мол, люди добрые, что ж вы делаете, мы же тут за родину и все такое. Но кажется, что эта чаша терпения переполнилась. И переполнилась, причем такими, здоровыми мужиками, там, девушки, мужчины разного возраста, все как один в едином порыве, в общем-то, отбивали этого парня. Львов. Это не какое-то село, где все селяне с вилами. Это действительно серьезный показатель протеста. Но как реагирует власть? Традиционно. Но кажется, что вот в очередном этом эпизоде традиционно, как раньше, уже нельзя. Что думаете по поводу произошедшего? Власть чувствует, что уже времена немножечко изменились, и люди, если раньше, скажем, еще год назад, это было из ряда вон выходящие случаи, то сейчас интернет переполнен такими событиями. И не только интернет, и люди между собой общаются, сарафанное радио. То есть это уже такое шило, которое побольше мешка становится. И мы с вами обсуждали вопрос, каким образом может ситуация коренным образом в взаимоотношениях между обществом, которое находится в состоянии потерпевшего государства, которое диктует обществу свои условия и требования, каким образом оно может измениться. То есть что создает ту самую реляционную ситуацию и что может стать триггером. Так вот, предпосылки для этого создаются, а триггером может стать все, что угодно. И поэтому Садовой, как, скажем так, немного более умный и опытный политик, чем Козицкий, он понимает, что здесь может найти коса на камень. То есть фактически Львов – это, скажем так, колыбель и новая Украины, которую строил Порошенко и строит Зеленский. И у них здесь дома, у них в колыбели этой той самой галичанской Украины, которую не натянули на всю страну, происходят такие бунты, массовые бунты. То есть я думаю, что это один из наиболее массовых, может Троещина только с ними поспорить по массовости участников и по агрессии. И власть понимает, что раньше, когда общественное мнение за счет марафона, за счет активной пропаганды было четко на стороне государства, то сейчас это не так. Сейчас в обществе сложился четкий нарратив, что ТЦК и теперь уже и полиция – это враги народа. И никакими сюжетами, никакими сказками, это уже пропаганда, это не перебить. Это уже складывающаяся реальность. Поэтому вдвойне показательно, где это происходит. Он же патриотизм, это же не песню про Путина петь.
И не 500 гривен скинуться там на бусики, в которых потом вас забирают. И даже на дроны. Это патриотизм, это готовность с государством идти в ногу. Вот что такое современный патриотизм. И тут возникает интересный диссонанс. А готов ли ты с этим государством идти в ногу до конца? Не при помощи там волонтерства, как это было там одно время, когда можно было, скажем так, свой патриотизм, ничем не рискуя, а еще имея доступ и к гуманитарке, прокачивать. Нет. Теперь ты очень много, кстати, обратите внимание, мы видим истории, вот недавно это Камалия певица, да, они же все вот такие вот, скажем, патриоты на минималках. Мы донатим, мы поддерживаем, мы выступаем, мы везде, там кто-то еще. А когда касается лично, когда происходит вот реально, они сталкиваются с такими фактами беспредела, возникает вопрос, а нас за что? И вот большая часть вот этих вот ребят, они сейчас существуют под лозунгом «а нас за что?». Очень тяжелая, скажем так, история. Вот если анализировать украинское общество, происходит сейчас в интернете, додумались наконец-то. Я помню, когда в самом начале широкомасштабного вторжения на территорию Украины российских войск, все, помните, гадали, а что означает буковка В, буковка З, кружочек, ну вот это вот все, да? А сейчас пошел какой-то такой новый тренд среди того же молодняка, который тоже понимает, что, с одной стороны, конечно, отупление, с одной стороны, конечно, вот это вот ставки на эмоции. И это касается даже большой политики, что уж говорить о каких-то там межчеловеческих отношениях, да, или там на уровне ниже, на уровне там какой-то улицы, двора там и так далее. Но о чем я хочу сказать? Люди, вот, казалось бы, далекие от политики, абсолютно молодые люди, они их загоняют в угол, и они вынуждены книжки читать про политику, представляете? Они, ну, то есть, ну, когда человек открывает эту книжку про политику, если я, допустим, какую-то книжку прочитал 10 лет назад, а он читает ее прямо сейчас, то есть они немножко начинают разбираться, а что вообще происходит. И сейчас такой тренд пошел про Z-патриотов. То есть Z-патриоты, а есть Z-патриоты. И разницы между ними, ой, как мало. Ну так, люди делают для себя такое открытие. Ну так это ж я вам говорил, что это две стороны одной медали. По большому счету, эти кастрюли, которые у нас здесь в Украине, от тех кастрюлей, которые там в России, отличаются только тем, что у тех ручки вовнутрь. А разницы, по сути, нету никакой. Одевается точно так же и плотно. И это основная проблема. Основная проблема, что вот в принципе этот маргинальный элемент, он стал не просто доминирующим, и государство его прокачивает максимально. И от этого страдает сама идея общей цивилизации. Потому что и там непримиримые, и там пропаганда, и там одинаковое отношение к одним и тем же фактам, только в свою сторону. Непримиримость, отсутствие желания разбираться, отсутствие эмпатии какой-то и понимания того, что мы сейчас вот с каждым выстрелом, с каждым обстрелом мы стреляем в себя. Нам наливают с одного телевизора, с другого телевизора, и, естественно, европейские наши друзья в кавычках, и мы радостно продолжаем это делать. И не понимая о том, что двигаясь якобы к достижению своих целей, мы достигаем целей для других, а наша цель ближе не становится. А наша цель, как цель в любой нормальной цивилизации, найти внутренний консенсус, найти взаимопонимание, выстроить таким отношением внутри цивилизации, чтобы конфликты внутри были невозможны. То есть теоретически мы можем, как те же Словакии и Чехии, друг против друга ставить смешные памятники, писающие друг на друга. А на самом деле глубочайшее уважение и нахождение в одном цивилизационном потоке. И мы можем друг против друга болеть на футболе. И мы можем, скажем, друг друга дразнить там и смешные номера ставить.
Но когда приходит угроза извне, никаких конфликтов быть не может. Есть единое целеполагание. И товарищи, которые сейчас находятся в тренде, посмотрите, ну явно не лучшие представители человеческой расы. О, да, слушайте, здесь есть с чем сравнить. Я по поводу кастрюль, трендов. Значит, я хочу с вами обсудить эту историю. Это нечто. Значит, выходит, есть такая Янина Соколова, снимавшаяся в российских сериалах, фильмах когда-то, имеющая такой хороший российский след, о котором там знают, ну, я как луганчанин знаю, другие, в общем, не будем копать вглубь, потому что все равно есть до и после Большой войны, какая разница. Но, в общем, Соколова делает материал. Материал очень интересный, давайте посмотрим. Поки одні українці на фронті втрачають здоров'я, а часом і життя, у тилу знаходяться персонажі, здатні плюнути їм в обличчя за одне лише зауваження. Саме таке сталося в Одесі. От, друзі, хочу, щоб такі персонажі або персонажки стали вам відомі. Отже, Одеса. Місцева блогерка, у мережі її називають київською ескорт-моделлю, відомою під псевдонімом Ліберман, припаркувала своє авто посеред двох місць для людей з інвалідністю в самому центрі міста. Значит, Янина показывает вот эту, скажем так, блогершу еще раз. То есть на дорогой тачке, дорогая, ну, давайте, девушка, да, в Одессе, да, припарковала свой автомобиль на двух местах для инвалидов. Там есть очень интересный такой типа проект, когда там типа ветераны-журналисты, и вот они снимают там, и вот это вот кто не так припарковался, кто где что, и вот зацепило. А что же там произошло? Смотрим дальше. Коли на це порушення, їй зробили зауваження ветерани-журналісти, дамочка не тільки не вибачилася, вона влаштувала конфлікт і зневажливо обізвала захисників кастрюлями та бідолагами. Ну а згодом вже у власних соціальних мережах ця жінка ще й почала погрожувати військовими судами, мовляв, це вони її ображають, а не вона їх. Ми пропонуємо Україну, власне, це наша організація, яка захоче не покласти соціальні швидкі. У вас активно було законно вказано два місця для людей з інвалідністю. Ви перебуваєте в громадському місці. Ви запаркувалися на громадському. Ні, ви перебуваєте в громадському місці. І найцінніше тут не лише машина поперек паркомісць, насправді таких випадків дуже багато, а те, з якою легкістю людина в тилу назвала кастрюлями тих, завдяки кому вона взагалі має цей тил і їздить на своїй автівці вулицями міста, які нині не в окупації, завдяки цим хлопцям і дівчатам. Коротше, я не знаю, що робити з такими персонажами, яким чином до них має дійти, що повага, шана, честь, яку ми маємо мати до українських воїнів і ветеранів, має бути передусім. На цьому ґрунтується, на цих героях ґрунтується наш літопис, сучасна історія. Ах, важко, друзі. Якщо згодні, напишіть в коментарях. Ну, в общем, тяжело. Янине. Смотрите, эта история вскрывает сразу несколько пластов. Я почему на нее обращаю внимание в контексте Львова бунтующего, в контексте там других моментов? Потому что произошло? Ну, какая-то там как бы FIFA, можно ее так назвать, да, можно относиться по-разному к образу жизни, но вот давайте так, какая-то богатая, да, может быть нарванная, нарушила правила дорожного движения. А к ней, собственно, пришли, начинают ее снимать, там что-то и претензии предъявлять, она в шоке, ее снимают, ее там, она как бы не готовилась, чтобы ее снимали. В общем, словесный конфликт. Что делает Соколова? Она говорит: надо отдавать честь нашим воинам. Простите, пожалуйста, пока люди гибнут на фронте и истекают кровью, страна истекает кровью, в одном из детских садиков манку с комочками подают. Пока вот это все происходит, кто-то там, например, окурок выбросил не туда. Это такая модель классная, которая она вот лепится к любому моменту. И еще один нюанс, который я хотел бы сказать. Понятное дело, вот я просто посмотрел на общение, да, вот этих ветеранов-журналистов, они прикрываются тем, что они ветераны-журналисты, проектом телеканала «Украина». То есть они вот всяческим образом хотят ее достать. Вот эту на дорогой тачке, вот эту, как бы, понимаете? И все равно как бы не хватает. Она говорит: вы бедолаги и кастрюли. Представляете такое сказать в Одессе? Что нам говорит этот момент о нас же самих же? Давайте разложим на три фактора, которые я здесь вижу. Первое – это конфронтационность. То есть они создали вот этот проект, который называется «Антироссия внешний», они его спроецировали внутри. То есть где все против всех. Где ветераны против ухилянтов,
где патриоты против сепаратистов, украиномовные против русскоязычных, православные против ПЦУ или католической церкви. То есть они поссорили всех со всеми. Нету ни одного кластера общественной жизни, где государство пересекается с обществом, где не было бы конфликта, ни единого. И здесь это как раз проявляется в большей мере. И нарратив, который они здесь задают, что есть люди высшей касты, а есть низшей касты. То есть они тут вводят кастовую систему. Причем она введена уже давным-давно. И это просто одно из проявлений, которое становится все ярче и ярче. Те конфликтные группы, которые я перечислил, это же кастовое чисто деление. Русскоязычные – это низшая каста. Православные – это низшая каста. Просто русские – это низшая каста. Те, которые не хотят идти на войну, это низшая каста. Хилянты – низшая каста. Те, кто говорит о том, что, ребята, давайте распределим полномочия между центром и регионами, это сепаратисты, это низшая каста. То есть сформировалась каста высших и каста низших. И поскольку у власти те, которые позиционируют себя в высшей касте, хотя по происхождению и по всем их данным они представители как раз угнетаемого класса, хуже нет начальника, чем бывший раб. Швондеры. Вот чувствуя вот это вот свое происхождение, они максимально должны в 10 раз показать большую упоротость, чем те, кто органично происходит из этой среды. А из той среды, которые люди более-менее грамотные, они намного более вменяемые. Я знаю украинских философов, которые живут всю жизнь во Львове. Действительно, это люди очень высокого уровня. У них могут быть, скажем так, ошибочные нарративы, но они над собой работают, с ними интересно и приятно дискутировать. Они многие тезисы понимают, что они воспринимались раньше ошибочно, они готовы отстаивать свою точку зрения с учетом реальности. А быдло, извините, которое сельское, которое вчера с гор за солью спустилось и стало вдруг городскими жителями или Львова, или Киева, оно начинает рассказывать, как кто должен жить и как правильно. Не имея своего позитивного жизненного опыта, они пытаются, вот, как инфо-цыгане, проецировать его на остальных людей. Второй момент. Аморальность. Построение таким образом общества приводит к тому, что при столкновении конфликтующих групп ни одна из них не является моральной. Что эти находящиеся в тылу патриоты, якобы ветераны канала Ахметова, что дама эта, которая тоже оторвана от реальности, явно совершила правонарушение, как бы, и продолжает отстаивать свою позицию. И оно ярко переплетается с этой конфронтационностью. Это взаимосвязанные процессы. Почему это так ярко происходит? А третий момент, не менее важный, это когда, извините, как бы это слово заменить, люди с пониженной социальной ответственностью, они начинают учить морали других. Человек, который спрятал своих родственников, детей, мужей за границей, рассказывает другим, как надо кланяться солдатам там, военным в ноги. Ну, не должны такие люди быть моральными авторитетами. То есть, если для тебя такой человек моральный авторитет, то ты явно идешь не в ту сторону. То моральным человеком ты не сможешь стать. И это часть государственной политики. Я помню прекрасно Соколову на эфирах до войны. То есть они там явно, целенаправленно шли к этому. Но когда пришла война на порог, они быстренько всех своих спрятали, показали на самом деле отношение, потребительское отношение к войне. Вот что сейчас очень важно, что есть люди, которые на войне потребляют, а есть люди, которые несут потери. И совершенно четко можно определить, те, кто продолжают на фронт, боссификацию оправдывать, все вперед, это люди, которые потребляют, для которых война – это источник обогащения. И это самое аморальное в их природе. Потому что когда ты призываешь других жертвовать чем-то, то ты должен быть в их рядах. И главная проблема, мы сейчас подходим к основной проблеме, почему происходит провал мобилизации, почему невозможна никакая действенная реформа ТЦК,
и мобилизационных мероприятий. Потому что природа этих мероприятий незаконная, антигуманитарная, античеловеческая. Если вы чувствуете, что ресурс народный исчерпан, и вы не можете его никоим образом восполнить, то есть уже пропаганда, там лошадиные дозы, уже ничего не работает. И такие конфликты происходят все чаще. Все, ребята, стоп. Вы должны понять о том, что интересы народа важнее ваших амбиций и важнее тех территорий, которые вы уже потеряли. Потому что страшно подводить итог, оглянуться назад и сказать, мы не смогли выстроить таким образом мудрую политику, которая обеспечила бы безопасность, развитие нашему народу. В казино есть такое понятие «вовремя остановиться», подведение итогов. А в экономике есть понятие предела инвестиций. То есть уже сколько ни вкладывай, мероприятие, которым ты занимаешься, оно не станет прибыльным. То есть это все будет как в угольную шахту выброшено. И вместо того, чтобы сделать такие выводы, действительно показать себя пассионарным лидером, для которого имя в истории, для которого собственное достоинство что-то значит. Нет, мы до последнего будем тянуть эту волынку, для того, чтобы, угробив еще там сотни тысяч человек, для того, чтобы протянуть каким-то образом, надеясь, как Гитлер, на ту же самую вундерваффе, что что-то такое, нечто произойдет, какой-то черный лебедь или их стая прилетит, и за все произошедшее не придется отвечать. Мы сейчас поговорим о лидере, да, и там перейдем к геополитическим темам, но все-таки важный аспект я хотел бы затронуть. Когда эта волынка тянется, теряется же главное. Ну вот главное. То есть то, о чем там Соколова говорит, это же люди, которые нас защищают, мы должны перед ними там преклонить колено, мы должны их шанувати, должны уважать, понимаете? В этом, нарративе в этом нет ничего плохого. Действительно, люди, которые воюют, они, причем что в России, что в Украине, везде, они должны как бы получать от общества одобрение. Но когда вот проводится такая политика, с течением вот этого времени и этого всего безумия, из-за этой природы неправильной, скомканной, уродливой природы того, что происходит внутри, как вы удачно выразились, вот эта антироссия, она становится иголками вовнутрь. Вот нам показывают, например, ролики, их много таких, со Скелли, с Карпатской Сечи, отовсюду. И вот буквально один фрагмент, это сегодня утром я делился в телеграм-канале, но это же просто нечто. Рассказывает человек, почему у тебя такой позывной. Работа была специфическая. Позивний мій сутенер. Сутенер. А чого такий позивний? Специфічна робота, в мене була друга. И специфическая работа была вторая. Сутенер, понимаете? И такой, и как бы, и позывной такой. Позывной сутенер. Это образ воина света, который нас защищает. А вот другой воин света на побывку или комиссованный, непонятно, но очень лютый десантник дает интервью. Там, не знаю, можете слухати в мене російську музику, типу, під вікнами, типу, нічого я там не буду вияснювати, окрім щелчка затвора, ви нічого не почуєте, типу. І фраза «Хобета, ще скончу, урод». Я так просто робив. Це буквально розказана ситуація, яка... Та. Я не хочу, типу, що я буду там з ким виясняти, типу, пішов він нахер. Да, и им смешно, понимаете? Сутенер смешно становится. А этот десантник, который там слышит под окнами музыку, я не буду ничего выяснять, щелчок затвора и все. И смеется там ведущая с ним. Так это... Я вообще не понимаю природы этого смеха. То ли потому, что такие у руля у нас с 95-го квартала, и вот в это все вот так переродилось. Но мы же теряем вот этот образ непогрешимости, условно, защитника Родины. Кто-то слышал вообще в последнее время слово «Родина» из уст украинских вот этих пропагандистов или просто политиков? Родина, которую защищает кто? Сутенер и вот этот десантник, который услышал российскую речь, даже или там музыку, щелчок затвора у него сразу. То есть мы вот как бы бежали, а потеряли по дороге то вообще, откуда вообще начали бежать. Потому что изначально нужно было понимать, куда мы бежим и зачем.
и что бег в ту сторону, он неминуемо приведет к деградационным процессам. И поэтому сутенеры сейчас герои. И ничего как бы в этом бы и нет на самом деле, потому что не важно, чем человек занимался, важно, что он делает сейчас. Другое дело, что рушится вся вот эта картинка, которую они выстраивали. И то, что происходит между государством и обществом, где забыли на самом деле основные ориентиры. Я помню и до войны еще это. Помню, один из пропагандистских каналов провели, это было в 2021 году, провели опрос. Украинцы больше всего поддерживают Зеленского именно за введение санкций против оппозиционных телеканалов. То есть не за конец эпохи бедности, не за посадку коррупционеров, что было главным, не за то, что в обществе будет прекращена конфронтация по социальным признакам армии, мовы, веры, а именно за то, что он ввел санкции. То есть якобы вот это вот самое орловский подмен понятия, когда переписывается история. Когда Зеленский пришел к власти, он сразу забыл именно те обещания, которые он давал. И сразу оказалось, что как у Орелла переписанная история, он выполняет то, что никогда не обещал. И то, что он обещал, никогда не выполняет. То есть фактически происходит вообще подмена понятий. И вот то, что мы начали с конфронтационности, аморальности общества, оно как раз и стало результатом того, что политики безответственные, они не отвечают за свои действия, не отвечают за свои слова, не отвечают за свои решения. Они не понимают или делают вид, что не понимают, к чему они ведут общество и государство. Соответственно, государство и общество, которое подвержено деградационным процессам, оно неминуемо деградирует. И люди, которым в приличном обществе руки нельзя подавать, они вдруг становятся моральными авторитетами, они становятся рупорами общества и государства. А люди, которых загнали в условия, и они пытаются каким-то образом этому противодействовать, сразу становятся объектами хейта. И да, можно зацепиться там за эту блогершу, скажем так, за ее высказывание, за ее поведение, есть административное правонарушение, но это не должно возводиться в догму противостояния. Так а какое нарушение? Ну, подождите, опять-таки, вы бывший судья, вы в этом, тут, понимаете, парковка плохо припарковалась, плати штраф. Плевать ей на этот штраф, она его заплатит. А вот этот вот, понимаете, перформанс, нужен перформанс. Конечно, она говорит, бедолаги вы, кастрюли, понимаете? То есть, что она нарушила? То есть, человеку, получается, нельзя, кого она оскорбила? Кого-то? А она знает, кто перед ней? То есть, тут тоже какой-то интересный момент. Она в Одессе слышит вот это нападки, украинскую мову, они там начинают ей замечания делать, понимаете? Не права, я не одобряю этого поведения. Но это возводится в ранг какого-то... А приходит вот к тому, что этот десантник говорит, что всех ухилянтов поразить в правах, я слышу, даже не буду разбираться, затвор, какой затвор? Ты на гражданке, у нас свободное ношение оружия есть или что? О каком затворе идет речь? Или о каких гранатах идет речь, которые там взрываются или оставляются где-то? О каких-то придурках парикмахерских, которые как вчера? То есть эта деградация уже, ее нельзя отмотать назад. Вот вы много сегодня в этой деградации делаете упор на Зеленском. Смотрите, саммит в Анкаре, в Турции, да? И в процессе саммита он там встречается с Трампом, у него праздник должен быть. Смотрите, Трамп и лицензии, и денег там написали, на бумаге написали в резолюции, что денег подкинут и в этом году, и в следующем году, и вообще 50 миллиардов они для себя, а там же есть жало Украины дроновое, да, они для себя там будут 50 миллиардов распиливать, а вдруг тут Firepoint удастся куда-то пристроить. Короче, все хорошо у Зеленского в этом отношении, то есть съездил удачно, якобы. И к нему подходит украинская журналистка и спрашивает,
Типа, вот смотрите, тяжелые же обстрелы. И сейчас же там прошлой ночью ждали обстрел, 72 часа опять очередные. Лупят по Киеву, лупят по другим городам, 200 заправок вынесли. Короче, идет большой ущерб, и вот эти жертвы, там 2 человека, тут 4 человека. Ну, когда 30 уже траур, конечно. А в Вишневом сколько погибло, никто не говорит. И вот задает вопрос журналистка Зеленскому, там, в Турции, что бы вы пожелали украинцам, которые вот сейчас вот это вот все терпят? Это феноменальный ответ. Будь ласка, побажайте щось українцям, які зараз мають пережити цей період нестачі І ракет. точно всі повинні знати, що ми зараз на полі бою, в Криму, всюди, і політично ми робимо все, щоб Росія слабшала. То есть, еще раз, да, то есть, пожелай что-нибудь. А он говорит, мы на поле боя политически везде делаем все, чтобы Россия ослабла. Ракет нет, ПВО, баллистику сбивать. Нет ракет. Он говорит, мы делаем все, чтобы Россия ослабла. Ну хорошо, это вот такое вступление. Дальше. Вони слабшають. Це факт. Ви повинні знати, що інтенсивність ударів, коли вони не відкладають свої ракети, а прям, як тут кажуть, гарячі їх пиріжки, так, від виробництва, одразу ми ж бачимо дати виробництва деяких їх застосувань, так? І тому ми бачимо, що вони зараз роблять все, щоб нас максимально атакувати, тому що на полі вони, вибачте, ну, не виходить все. Наша ціль одна – закінчення війни, мир, але з гарантіями безпеки. Стільки люди вже пережили, стільки болю, стільки втрат, не хочеться паузи, а через місяць знову атак. Тому мир буде 100%, але повинні бути гарантії безпеки. О как. Гарантии безопасности. Это ответ на вопрос, скажем, а что бы вы сказали людям, которые нет защиты от баллистики, а вы тут вот это вот все ослабляете Россию? Ничего, потерпите, мы бьемся за гарантии безопасности. Денис, вот часто много расходится там на цитаты, вот это общение с Трампом, но, то есть война сейчас идет за гарантии безопасности? Смотрите, общаюсь с американцами, и вот они как раз делают противоположные выводы из того, что я читаю в украинских пабликах. То есть они делают акцент по саммиту на каких вещах? Они делают акцент на том, на 85-минутном разговоре Путина и Трампа, в котором они говорят исключительно о позитивных моментах истории. Начиная с войны за независимость Соединенных Штатов и роль русского флота, который зашел в гавань Нью-Йорка тогда и открыто противостоял Британии. Отсюда и пошла британская ненависть, потому что на самом деле это, скажем так, травмирующее событие в истории Британской империи, появление Соединенных Штатов как отдельного государства и выхода из протектората. И вся история теперь крутится в восстановлении патроната Великой Британии над Соединенными Штатами. То есть имперская политика, установленная после Второй мировой войны. И русские вмешались в эту историю и, скажем так, стали экзистенциальными врагами. Второй момент, они обращают внимание на жесточайшую риторику Трампа в отношении тех стран Альянса, которые не поддержали его. То есть он, как говорил, вводит градацию на хороших союзников и плохих союзников. Отдельно удостоилась, скажем, там, комплиментов Испания, которую он вообще исключил из числа союзников и торговых партнеров. Более того, из Эстонии уже практически вывели всех американских военнослужащих, и этот процесс будет увеличиваться. То есть, действительно, как сказал президент Соединенных Штатов, те, кто являются нашими союзниками и согласуют свою позицию в альянсе с нашей, они будут пользоваться дальше преференциями. Именно на них мы будем делать ставку и их поддерживать. Те, кто нас не поддержал, те открыто выступили против нас, те больше нашими союзниками не являются. То есть, я повторюсь, это явная тенденция к смене мирового порядка с утратой значимости или вообще прекращения действий тех глобалистских структур, которые были созданы после Второй мировой войны, и формирование новых альянсов. И новые альянсы будут строиться на основе раздела сфер влияния, адекватному отношению к реальности,
учету интересов оппонентов в разных уголках мира и, естественно, отстаивание суверенных интересов. Третий момент, Трамп реально полетел к Эрдогану, потому что понимает, что сейчас формируется новая реальность на Ближнем Востоке. Эрдоган является его союзником. Израиль и Турция являются противоборствующими сторонами, но при этом и один, и другой являются важнейшими союзниками Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Вся происходящая последние 5 лет история говорит о полном переформатировании баланса сил на Ближнем Востоке. И самое главное, для того, что происходит, это то, что Британская империя выброшена из переговорной комнаты. И те точки влияния, в которые Британия вкладывала на протяжении 70 лет, они перестают работать. Это касается и военно-экономической сферы, и, главное, финансовой сферы. Это важный момент, на который они обращают внимание. И третий момент – это, скажем, золото, которое на самом деле оказалось пустышкой. Есть такое выражение. Несмотря на якобы комплиментарные слова по отношению к Зеленскому, Трамп абсолютно не предпринял никаких действий, абсолютно не пообещал ничего конкретного, что может быть реализовано. И та история про Патриоты, это смешно на самом деле, потому что Патриотов, их ракет производится на самом деле там очень небольшое количество в год. Это такой штучный товар. И интенсивность военных конфликтов, которые были на территории Украины и на территории и на Ближнем Востоке, он очень сильно поизрасходовал эти, скажем, запасы. И многие страны, уже даже Нидерланды, которые входят в Британо-Голландскую империю, уже сказал министр обороны, что мы уже сделали все, что могли. У нас уже нечем вам помочь. Да все сделали все, что могли, понимаете? Но тут же возникает очень важный момент. Вы так зацепили тему Ближнего Востока. Бомбят Иран. Иран тоже бомбит, отвечает. То есть такое ощущение складывается, если бы все то же самое, но только меморандум бы действовал, это бы возымело один эффект. А так, это совершенно другая история. И все говорят, Трамп там зол. Конечно, зол. Потому что он там уже не выбирает выражений, говорит, иранцы, вы что, куку? Но мне кажется, здесь не иранцы. Мне кажется, здесь очень, в общем, читают то, что делает Трамп, и этому очень активно противодействуют. Этот танкер отправили катарский, да, его там начали обстреливать, это провокация. То есть я думаю, что тут многие там говорят, что это Трамп взбалмошный, но тут, мне кажется, Трампа очень серьезно подставили. Яркий пример, как подставили, это даже во время общения с Зеленским Рубио вставил свои 5 копеек по поводу удара вглубь России. Как это все подали? Часа 3 где-то гуляла новость о том, что США будет помогать Украине бить по России в глубину. Причем они и так помогают, спутниковые снимки, наведение, там, компании, неважно. Но это же прям все вложили на официальный уровень. Потом немножко вслушались, взяли, перевели по-нормальному, а не как обычно. А он этого не говорил. Но новость уже полетела. Вот примерно так же с иранской историей, которой Трамп, казалось бы, уже выскочил и уже там переформатирует Ближний Восток, уже у него новые альянсы, уже у него может идти дальше, но его заякорили на этот Иран. И это сейчас можно погасить очень быстро, например, эту историю с США и Ираном, но она всплывет через 2 месяца, через месяц, через неделю, никто не знает. И сегодня Трамп, конечно, говорит, что я с ними дело иметь не хочу, они какие-то все больные, и даже предполагает, что может и этот состав руководства Ирана ликвидировать, но придет же новый, и пройдет какое-то время, и придется все равно договариваться. Вот тут очень интересно, Трампа как бы схватили за причинное место как раз-таки на фоне вот этой напыщенности и, как вы понимаете,
такого статуса гегемона. Это иллюзия. На самом деле война не прекращалась, она перешла в другую сферу, финансовую. То есть бомбы, которые сбрасывает Минфин США на британско-иранские экономические связи и на финансовые потоки, которые они построили для обхода санкций. И продолжение вот этого британской истории, история Киссинджера, это контролируемая агрессия. В любой момент они могут нажать на нужную клавишу, и опять вспыхнет какой-то конфликт. Трамп пытается выстроить новую геополитическую реальность. И, по моему мнению, история с Ираном в военном плане, она еще далеко не закончена. Самое главное, что они сейчас делали, это перерезали те экономические возможности и даже размораживание средств, которые теоретически может быть. Пока что они только говорят. Но это все равно уже будет происходить под контролем Соединенных Штатов. Поэтому, ну скажем, не то что примитивно, а недальновидно усматривать только внешние признаки того, что происходит на Ближнем Востоке между Соединенными Штатами и Ираном. Повторюсь, Трамп выстраивает новую реальность, новые альянсы, прежде всего на Ближнем Востоке, где якобы противоборствующие стороны оказались вдруг по одной стороне баррикад. Как я уже сказал, Израиль, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. Катар, который, скажем так, спонсор очень многих террористических движений, в том числе братьев-мусульман, тоже оказывается по одну сторону с Израилем. Ну, фактически, да. Они, с одной стороны, жесткая риторика между собой, но в то же время фактически они являются союзниками союзников. И в Иран, на которого сделана была ставка Великобритании, и Оман, где находится единственная военно-морская база Великобритании на Ближнем Востоке, оказались в изоляции. Китай занял выжидательную позицию, Россия заняла выжидательную позицию. Да, есть определенные там дипломатические реверансы, но вы же понимаете, что такое реальное союзничество и виртуальное. Какие перспективы для украинской войны? Потому что объективно, и это говорили несколько месяцев назад, продолжающаяся иранская война, продолжающаяся, ну, скажем так, чехарда на биржах, это все-таки урон Европе, урон той силе, которая поддерживает Украину, и это объективно плохо. То есть даже вот эта супер новость, лицензия на Патриоты, если будет продолжаться противостояние в военном смысле в Иране, ну это, ну все как бы понимают, что это какая-то, мы там покажем, как делать, ну показывайте. А сейчас чем сбивать ракеты? Короче, для украинской войны, да, это прям очень серьезная история, возобновившаяся война с Ираном. Или здесь нужно, чтобы что-то произошло, а потом, чтобы это все очень быстро погасить. Но гасить, мы видим, никто не хочет. Мы вот послушали Зеленского и в Анкаре, послушали и в принципе. Нет, наоборот. Мы хотим, но так хотим, чтобы Путин уступил. А Путин не говорит, что он будет уступать. Наоборот, у него проблемы с бензином. Он всех собрал, всем раздал, так сказать, по щам. Публично, а как не публично это все раздается. Ну, то есть, и все начинают чего-то чухаться, понимаете, чего-то шевелиться. Какие-то вот будут поставки импортного топлива. То есть, фактически, мне вот я не знаю, я вот общаюсь там с гостями, с аудиторией. Вот почему все думают, что... И даже вот показывали, видели этого тоже комика Ласточкина, да, типа он на передовой, там он такой весь возле Дружковки, где-то здесь. Ну, как на передовой? На передовой он дроны развед запускает. То есть, понятно, что он немножко дальше, чем на передовой, но говорят, что прям в окопе, блин, Даш, это я делал, я такой честный вояка. Ну,
такие вещи. Я не говорю, что это постанова, пускай там воюет, да, патриот, молодец, не суть не в этом. Даже он там говорит, что мы должны, вот Зеленский говорит, мы должны нанести ущерб России, чтобы она отказалась от своих планов, и был мир. Ну, то есть, чтобы Россия уступила. Поэтому вы сидите, терпите, мы уступать не будем, мы будем бить Россию. И все почему-то думают, что топливный кризис резко поменяет ситуацию внутри Российской Федерации. Но в украинской же стороне он не поменял ни один кризис. Ни топливный, ни уничтожение улиц в Вишневом, где там 7 погибших, понимаете, кто в это верит. То есть туда же почему-то не отправился Зеленский с цветами. К дому в Киеве отправился, а туда почему-то не отправился бы, поблагодарил бы людей за то, что они пережили, кто выжил, там, помог бы отстроить чего-то там. Свириденко отправили туда, и она там ходила, там, с деловым видом посматривала направо-налево по руинам. Свириденко отправили, Зеленский нет, не мог, у него важные дела. Как вы думаете, вот почему вот избрана такая история, и как война с Ираном, да, вот поменяет вот эту стратегию, и поменяет ли ее бить побольнее Россию, подольше, а самим не замечать никаких ударов по себе? Ну, это очередная вундерваффе. То нас спасут джавелины, то байрактары, то абрамсы, то F-16, то томагавки, то патриоты. То есть и каждый раз эта история проживается по-новому, и в пропагандистском поле мы чемпионы мира. На самом деле очевидно, что это не наши интересы, и это не приведет к тому результату, который они анонсируют для людей, что нанесение более сильных ударов по России приведет к ее ослаблению. Не приведет. Уже не раз это видели, что эскалация, она идет в обе стороны. Только если условно нас поддерживают там как 55 государств, да, то удары наносятся только по нашей стране. Россия больше Украины и мощнее. И даже несмотря на поддержку 55 государств, все равно все удары приходятся по территории Украины, по украинским домам, по украинским гражданам, по инфраструктуре и так далее. И почему эта история с патриотами сейчас, скажем, такая бесперспективная? Потому что наши западные партнеры, в кавычках, уже не имеют возможности залазить по локоть в американскую казну и пользоваться американским оружием, американскими финансами, и пользоваться тем, что страна, имеющая самый большой в мире государственный долг, все равно имеет самые большие ресурсы. И эти ребята теперь вынуждены выбирать, на что они будут тратить те деньги, которые они отобрали у собственных налогоплательщиков. И они сделали свой выбор, им не важно. То есть это фактически то, что они делают, то, что они говорят, оно полностью бьется с риторикой Зеленского, того ролика, который вы привели. То есть неважно безопасность украинских территорий. Важно максимальное причинение вреда России. То есть вдуматься. Вы хотите сделать сильного врага слабее, провоцируя его еще на больший обстрел. То есть я не вижу здесь логики. Вы сможете поразить все точки, откуда летит? Невозможно. То есть вы, нанося еще больше удары, производите еще большую эскалацию. То есть наверняка история с Вишневым, она показательна. Наверняка русские знали о том, что там находится. По Вишневому, кстати, неоднократно прилетал. Но в этот раз была поставлена именно цель, чтобы она туда долетела, пробила ту защиту, которая есть, и вызвала вот такие последствия. И вот показатель. Речь идет не о том, что это действительно недобросовестное, мягко говоря, отношение к жизням собственных людей, которых, зная, что там находится, и я думаю, что разведка и докладывала, что и противник об этом знает, не отселить оттуда людей, а надеяться на то, что Россия не посмеет. Но при этом вы Россию провоцируете ударами по Москве, там, по Крыму и так далее.
То есть вы должны понимать, что если эскалация выходит на новый уровень, то, что раньше были какие-то красные линии, эти красные линии, они уже отодвинуты, их вообще нет. Вот и риторика Зеленского полностью подтверждает то, что вот эта вот тема, что надо еще 2-3 года повоевать. А для чего нужно 2-3 года повоевать? Чтобы Трамп закончился. Чтобы смочь снова выстроить правильный имперский порядок. Да. То есть война, пока Трамп у руля, пока война. И дальше будет война. Им здесь важно устроить не Трамп пока война, а продолжение войны, чтобы перетерпеть Трампа. Чтобы Трамп ушел, на его место пришел какой-то очередной Байден или там Харрис, или кого там они в этот раз выберут, там Ньюсом, и продолжить эту самую имперскую политику, контролируемой агрессии. Нанесение максимального ущерба другим цивилизациям. Достижение главной цели вскрытия России для получения ее ресурсов. То, что они сделали с Украиной. Отсюда и выбирая по безопасности Украины и на причинение максимального ущерба России, они сделали очевидный выбор. Понимая, что надо выбрать или одно, или другое. А в перспективах окончания войны, да, сложатся предпосылки. Потому что тенденция такова, что лидеры, которые симпатизируют Трампу, суверенисты, так называемые, они приходят к власти в ключевых странах ЕС. И в Польше пришел сторонник Трампа к власти, и мы это уже видим. И в Словении, и в Словакии находится союзник Трампа. И якобы союзник глобалистов Мадер оказался уже не таким союзником, а оказался Орбаном 2.0. Но это все цветочки, потому что ягодки будут, когда пойдут выборы в Великобритании, во Франции, где Ле Пен восстановили право на баллотирование. Хотя на ее месте я бы уступил место Борделя. В Германии АДГ набирает просто огромными темпами популярность. Я общаюсь с людьми, которые живут там, и говорят, что немцы, которые там на предприятиях работают, до 80% поддерживают политику АДГ, антимигрантскую политику, политику суверенитета немецкого, выстраивание внешних и внутренних направлений, связей именно в интересах Германии. И вот тогда возникнут все предпосылки для того, чтобы война прекратилась. И когда Буданов и Зеленский говорят о том, что где-то к концу года закончится, и при этом я не слышу пути, по которому они видят, нужно пройти, чтобы эта война закончилась. То есть они говорят, каким вот образом будет достигнуто. Вы победите Россию, вы разбомбите все НПЗ, и поэтому они просто... А плевать. Там, я тоже, кстати, на это обратил внимание. Мне кажется, им плевать, Денис. Им плевать, как закончится война. Мне кажется, что речь как раз идет о том, что Россия достигнет своих целей на Донбассе к концу года. Потому что они видят, что тенденция, скажем так, явно просматривается. И оно как бы само собой органично перейдет в стадию, где одна и другая сторона сможет, скажем, зафиксировать результаты войны. Но только они об этом не могут явно сказать, потому что сейчас это звучит тогда, а зачем еще до конца года погибнет условно 50 тысяч украинцев? Если вы говорите, что это и так произойдет к концу года. Вот такие перспективы. Денис Неведомский был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Всего доброго, друзья. Берегите себя, добра и света. Увидимся.